Всем привет! Есть такая очень известная китайская компания Vivo, являющаяся одной из крупнейших производителей смартфонов в мире. Она продает свои устройства в России с декабря 2017 года. То есть можно сказать, что данная компания молодая. И вот наконец-то ассортимент смартфонов Vivo пополнился очень перспективной моделью под названием U72T. Но очень важно заметить, что гаджет представлен на данный момент только в Китае. Главная особенность девайса — это аккумулятор большой емкостью на 6000 мАч. Так что пользователи точно не будут жаловаться на автономность. Итак, основные фишки смартфона — это процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 700, хороший экран, выполненный по технологии IPS. Основная камера на 50 мегапикселей, целых 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти. И цена всего $195. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Первое, что хочется отметить, новый гаджет работает на чипсете Dimensity 700, как я говорил ранее. Напоминаю, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 11 ноября 2020 года. Изготавливается по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex A78 на 2,2 и 6 ядер Cortex A55 на 2,0 ГГц. Графическая подсистема содержит ускоритель Mali G57MC2. Есть поддержка 5G. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сотовых сетей с неавтономной и автономной архитектурами. Смартфон Vivo U72T получил дисплей IPS с диагональю 6,58 дюйма и разрешением 2408 на 1080 пикселей. Данные экраны заслужили высокую популярность потребителей ввиду высокого качества изображения, большого угла обзора, точной реалистичной передачи цвета. Популярность же у производителей подкрепляется их относительно невысокой ценой. Смартфон с данным типом экрана будет стоить дешевле, а в случае поломки экран можно без труда заменить. Благо, AMOLED очень дорогие, а тут все на высшем уровне. Замена OLED обойдется в 2 раза дороже. У смартфона во всех конфигурациях, стоит отметить, 8 гигабайт оперативной памяти. У Vivo U72T две основные модификации, различающиеся размерами флеш-памяти. В базовой версии устанавливается 128 гигабайт. В самой дорогой версии 256 гигабайт, что, на мой взгляд, хороший результат. Разрешение датчика фронтальной камеры, разместившийся в каплевидном вырезе, составляет 8 мегапикселей. В основной камере используются датчики разрешением 52 мегапикселя. Смартфон Vivo легко разблокировать одним движением с помощью боковой кнопки питания, в которую встроен надежный сканер отпечатков пальцев. Также доступна идентификация по лицу, чтобы моментально получить доступ к устройству. Как я и говорил ранее, аккумулятор большой емкости у нас установлен на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью всего 18 Вт. Базовая версия обойдется первым покупателям в $195. Цена топовой версии $230. То есть за память только переплачиваю. Продажи в Китае стартуют 23 мая. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Vivo с каждым днем выпускает достаточно неплохие смартфоны. Но замечу, что сейчас на рынке очень тяжело найти бренд, который выпускает бюджетные смартфоны, среднебюджетные смартфоны. Сейчас все-таки не такое время. Как вы видите, мы получаем какие-то
средние смартфоны, но стоимость их очень кусается. А тут всегда нам компания Vivo предлагает достаточно, ну скажем прямо, неплохие технические характеристики за небольшую стоимость. Vivo U72 T, на мой взгляд, достаточно интересный смартфон. Да, может, я неправильно произношу название данного смартфона, но по мне это U72. UI можете произносить как вам угодно. Теперь в данном смартфоне самая большая фишка — это, конечно же, аккумуляторная батарея на 6000 мАч. Что это нам дает? В паре с Dimensity 700 это достаточно хорошее решение. Мы получим практически 4 дня работы, если в умеренном использовании. Если мы будем нагружать данный смартфон, 2 суток он выдержит вообще легко. Если мы не будем нагружать данный смартфон, ну я думаю 5 дней он продержится. Но это если вы положите просто в тумбочку, и он у вас там будет лежать. Замечу, что Dimensity 700 достаточно неплохой процессор, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу, то есть он не прожорливый. Да, это не 5-нанометровый техпроцесс, но все же это очень хороший результат, тем более графическая подсистема Mali G57MC2 тоже не прожорливая. Все это нам дает очень хорошую автономность. То есть, если бы компания выпустила смартфон без фишки, вряд ли его кто-то купил. А пожалуйста, много ли вы сейчас знаете смартфонов, которые имеют аккумуляторную батарею на 6000 мАч? Именно сейчас, в 2022 году. Напишите, кстати, в комментариях, какой из смартфонов вы считаете самым долгожителем. То есть, какой смартфон вам понравился во время использования. Потому что сейчас очень много пользователей, которые выбирают такие средние или бюджетные гаджеты. Потому что топовые смартфоны купить сейчас очень тяжело. Они стоят очень дорого. Теперь также замечу, что в данном гаджете используется IPS-экран. Что это нам дает? Как вы знаете, OLED-экраны портят ваше зрение. Да, это научно доказано. Да, это есть множество исследований и так далее. Так вот, IPS-экраны, конечно же, подсвечивают черные участки экрана. Но тут мы получаем естественные цвета. В OLED-экранах есть шим, в IPS его практически нет. Почему? Потому что тут все на высшем уровне. И, как вы знаете, все полностью фоторедакторы или видеоредакторы выбирают свои смартфоны именно с IPS-матрицей. Свои ноутбуки, свои мониторы, даже телевизоры. Почему? Потому что там более естественные цвета. Там глазу намного лучше воспринимать картинку. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.